Привет! Если тормозит YouTube, внизу есть ссылка на VPN. Итак, сегодня, после нескольких роликов подряд про новейшую историю, я предлагаю заглянуть подальше в прошлое и посмотреть, как Англия стала той страной, какой мы ее знаем, где до сих пор сидит король, но все важные вопросы решает парламент, и никого это особо не смущает. Эта важная перемена случилась в 17 веке, после так называемой английской революции. Спустя 200 лет после окончания революции и 2 гражданских войн, которые она вызвала, этот кейс стал предметом изучения одного немца по имени Карл Маркс. Он тогда вообще перерабатывал всю человеческую историю, но английский материал стал фундаментом для самых важных выводов, что историю двигают не личности, а экономика, производственные силы и классовая борьба. С тех пор так и повелось. В 9 из 10 рассказов об английской революции ее причинами называют изменение производственных отношений, зарождение буржуазии, отмирание феодальной политико-экономической системы. И все это, в общем-то, верно. Неожиданно, да? Действительно, после открытия Америки и хлынувших в Европу ресурсов началась инфляция, рост цен и развитие производств. Так что к 17 веку Англия подошла с экономикой, очень сильно изменившейся по сравнению с предыдущими столетиями. В стране появилось множество новых людей, сильно разбогатевших на пиратстве, торговле и новых видах производства. Однако в старой феодальной системе все они были лишними. Но это были не те лишние люди, которые по ночам плачут над письменным столом из-за своей ненужности. Нет, эти лишние имели огромные деньги, политическое могущество, личные армии. Их совершенно не устраивало, что они тут никто и звать их никак по сравнению с самым зачуханным провинциальным графом с заплаткой на заднице. Они рассуждали так: если система нас не принимает, то тем хуже для системы. Мы ее хоть всю разнесем, но уважать себя заставим. Это только один аспект возникшего среди англичан внутреннего конфликта. Таких были десятки. Например, запрет на свободную продажу земли. У новых богачей были деньги. Они бы с радостью покупали себе поместье, но по старым феодальным законам это было запрещено. Еще многих волновал религиозный вопрос. Англичане уже лет 100 не могли разобраться, кто же они, католики или протестанты. А если протестанты, то до какой степени радикальные? И, наконец, третий вопрос колоний. Что они для нас? Новые рынки сбыта, как считала буржуазия, или новые земли, как считали старые аристократы? Все эти вопросы были завязаны на деньгах и амбициях, так что каждый был очень болезненным, и идти на уступки никто не хотел. 100 лет английским королям удавалось заметать все эти конфликты под ковер и делать вид, что их нет. 100 лет эти разногласия усиливались, ожесточались, а англичане делились на все более непримиримые партии. И вот в 1642 году эта бочка пороха рванула. Во время конфликта с парламентом король Карл I столкнулся с проблемой. Он не мог купить себе припасы и обмундирование в Европе. Точнее, мог, но из-за того, что английский флот контролировался с парламентом, у него возникли, скажем так, трудности с доставкой. Зато у кого этих проблем не бывает, так это у Алиэкспресса. Сейчас с 14 по 26 марта там идет большая распродажа. И я вам хочу посоветовать еще один способ, как сделать цены еще привлекательнее. Я рекомендую сервис Мегабонус. Он возвращает кэшбэк на карту или электронный кошелек настоящими деньгами, а не баллами или промокодами. А самое крутое то, что перед покупкой вам буквально ничего не нужно делать. Надо только зарегистрироваться, потом выбрать магазин и нажать на кнопку активации кэшбэка. Все, дальше можно не париться. Но плюшки на этом не заканчиваются. Хотите дополнительно получить сверху еще до 14% кэшбэка? Тогда установите расширение для браузера. Оно позволит легко следить за изменением цены товара, проверять наличие кэшбэка и возвращать себе на счет больше денег и бонусов. Мегабонус предлагает самый большой кэшбэк из всех, которые есть в маркетплейсе.
Кстати, недавно появилось расширение мегабонуса для смартфонов. Теперь экономить стало еще удобнее. Ссылку на него оставлю в описании. 10 марта в соцсетях мегабонуса стартовал розыгрыш новенького iPhone 16 Pro Max. Условия там максимально простые. Нужно подписаться на группу и до 25 марта совершить покупку с кэшбэком в любом магазине. Участвовать в розыгрыше можно из любой страны. Ссылку на него ищите в описании. Ну а если хотите максимальный кэшбэк из всех возможных, то сканируйте этот QR-код. Да, именно этот конкретный. Или переходите по ссылке в описании. Регистрируйтесь и экономьте. Итак, к середине 17 века ситуация в Англии настолько обострилась, что в конце концов вылилась в гражданскую войну. Так что да, Маркс был прав. Были у революции предпосылки и экономические, и исторические, и классовые. Но кое в чем Маркс ошибался. Ведь во всех странах Европы тогда происходило примерно то же самое. Везде возникали новые экономические условия. Везде новая буржуазия шла на смену старой феодальной знати. Однако где-то революции и гражданские войны случались, а где-то нет. И слом эпох прошел более мирно. От чего это зависело? От людей, от тех самых личностей, роль в истории которых Маркс не уважал и не считал важной. А в английской революции личностей было множество, и каждый из них вложил свою лепту в конечный результат. Почему все получилось так, а не как-то иначе? Но главных личностей в этой истории было две. Первая – это король Англии, Карл I. Сорян за тавтологию. Карл, как бы так сказать, был плохим королем. И ладно бы, если бы он был глупым, жадным или пьяницей. Таких королей англичане перевидели множество и умели жить с ними душа в душу. Нет, все было гораздо хуже. У Карла были глубокие убеждения. Карл, например, на полном серьезе фанатично верил, что его помазал на царство сам Господь. А это значит, что всеми его действиями управляет лично Бог. И, соответственно, он просто по этому факту лучше всех в Англии знает, как Англией надо управлять. Следовательно, он должен обладать абсолютной властью. И не потому, что лично ему этого хочется, а просто, Бог так устроил наш мир, что король центральная фигура, а все должны его слушаться. А кто этого не делает, те мерзавцы, изменники и богохульники. И ведь нельзя сказать, что идеи короля были глупыми или несвоевременными. Нет, напротив, они были вполне в русле эпохи. Это было как раз время, когда по всей Европе устанавливались абсолютные монархии. Более-менее все европейские правители придерживались тех же взглядов, что и английский Карл. И очень многие подданные их в этом поддерживали. Так почему же для Франции, России, Пруссии 17 век закончился установлением абсолютной монархии, а в Англии тот же самый процесс привел к тому, что королю отрубили голову? Основной причиной были особенности характера самого Карла. Так как он считал, что его жизнь – это выполнение великой божественной миссии по установлению абсолютизма, то вел себя соответствующе. Например, не видел причин держать данное слово. Он ведь король. Он отвечает только перед Богом, а договоренности с простыми людьми для него ничего не значат. Причем противники Карла постоянно пытались решить дело миром. Они были готовы договориться с королем на весьма выгодных для него условиях. И все это почти всегда получалось. В смысле, они-то думали, что договорились. Я даже не буду пересказывать суть этих переговоров, потому что важно не это. Важно то, что Карл постоянно что-то кому-то обещал, а потом забивал на все обещания. И не видел в этом проблемы. У него в жизни, наверное, не было ни одного соглашения, которое он бы не нарушил. И вот что ты будешь делать с таким человеком? Как с ним решать вопросы, если не войной? Причем воевать-то в Англии никто не хотел, потому что в континентальной Европе только-только подходила к концу 30-летняя война. Она всех потрясла своей кровавостью и жестокостью. Поэтому сейчас общее мнение англичан было категорическим, лишь бы не было войны. Делайте, что хотите, договаривайтесь как угодно, но такой жести, как у немцев, у нас случиться не должно. И жесть бы не случилась, если бы Карл в своей политике не стал опираться на церковь. Казалось бы, при чем тут это? Для 17 века церковь все еще была вполне уважаемым институтом, но не в случае с Англией. Король презирал новых буржуа. Со старыми аристократами у него было много разногласий и конфликтов, а ставка на церковь казалась ему беспроигрышным вариантом.
надежно и традиционно, как завещали деды. Но Карл как-то не учел, что сейчас другие времена. В Англии англиканская церковь, в Шотландии пресвитерианство. Как бы и те, и другие протестанты, но очень разные. Англиканство — это почти что католичество, с одним отличием, что главой церкви является не папа римский, а король. А пресвитериане вообще отрицали церковную иерархию. А ведь была еще и Ирландия, где в основном жили классические католики. Как я уже сказал, англикане протестантами были сомнительными. В смысле, это ж официальная государственная церковь, священники носили пышные одежды, в богато украшенных храмах проводили сложные ритуалы. Все это очень не нравилось настоящим хардкорным протестантам, которых в Англии называли пуритане. Они старались быть правильными верующими прямо на максималках. Пуритане тоже делились на две большие ветви. Были так называемые пресвитеры, которые отрицали институт церкви и считали, что каждой общине просто достаточно иметь пастора. А были еще и те, которые думали, что и пасторы тоже не нужны. В общем, ситуация была такой, что буквально все в Англии кричало, что тему религии лучше обходить за километр. Все эти ребята были абсолютно убеждены в своей правоте. Каждый защищал не просто свое мнение, а божественный уклад вещей. Все они в той или иной степени были фанатиками. Даже дураку было понятно, что в эту тему только сунься и все взорвется. Карл дураком не был, зато тоже был фанатиком. Я уже говорил, что он считал, будто его направляет сам Господь, а значит, он может указывать подданным, как и в кого им верить. Поэтому активно начал по всей стране навязывать англиканство. Первым делом он взялся за шотландцев, назначил там кучу епископов, чтобы там открывали храмы и собирали церковную десятину с крестьян. Напомню, десятину предлагалось собирать в пользу церкви, членом которой эти крестьяне даже не были. В каком-то смысле это удивительный поступок короля, ведь Карл был из шотландской династии Стюартов, сам провел детство в Шотландии, да и просто вся история Англии на каждой своей странице кричала: с шотландцами надо быть осторожными, горцы ребята отмороженные. То, что Англии удалось установить там власть, это на самом деле хрупкая система компромиссов. Одно резкое движение и весь карточный домик сразу развалится, залив кровью половину британских островов. Но Карл этого не понимал и полез устанавливать в Шотландии свои порядки, вообще не думая о последствиях. А зачем ему это? Ведь его направляет сам Господь. Какое ему дело, что там думают эти мелкие людишки? Но мелкие людишки оказались не согласны это терпеть, и в Шотландии началась война. А чтобы воевать, королю были нужны деньги. А их он мог взять только у парламента, потому что именно парламент занимался сбором налогов. Парламент в целом был не против, но хотел порешать с королем несколько важных вопросиков, которые накопились за несколько десятков лет. Тут и продажа земли, и колонии, и религиозная свобода, и реформа сословного общества. Когда Карл выслушал все эти претензии и предложения, он парламент сразу разогнал и решил собирать налоги сам. Ничего у него толком не получилось. Настолько не получилось, что война шотландцам была проиграна. Да так смачно, что Англия должна была теперь платить Шотландии контрибуцию. То есть опять нужны деньги, а значит опять надо созывать парламент. На этот раз парламентарии сказали монарху: так, дружище, мы видим, что человек ты сложный, поэтому на этот раз мы тебе ничего не предлагаем, а просто слушай наши условия. Государственную цензуру отменить, всех церковников из парламента нафиг, двух своих самых приближенных и отбитых слуг вообще казнить, потому что они давно нас бесят. Если что, одним из этих слуг был архиепископ Контерберийский, второе лицо в церкви после короля. Там было немало условий, и каждое было чрезвычайно обидное для Карла. Но что поделать? Пришлось Карлу на все согласиться, ведь помимо проблем в Шотландии взорвалась Ирландия, где Карл тоже попытался всем навязать свою церковь. Закончилось это предсказуемо, массовой резней. Восстание надо было подавлять, так что Карл был согласен на все, лишь бы ему парламент дал армию. Но и тут его ждало большое разочарование. Парламентарии сказали: дружище, мы посмотрели, как ты воюешь, и что-то нет у нас к тебе большого доверия как к командиру.
Поэтому деньги мы-то выделим, армию соберем, ирландцам задницы надерем, но командовать всем этим мероприятием будешь не ты. Вот тут Карл совсем обиделся, забыл о всех данных обещаниях и попытался арестовать 5 самых ненавистных ему членов парламента. Однако этот план провалился, и король из Лондона убежал. Обе стороны начали собирать армии, при этом воевать реально никто не хотел. Из парламента Карлу отправили так называемые 19 предложений, которые с Божьего благословения устранят подозрительность и разногласия. Король отклонил их все, потому что с его точки зрения требования были неблагоразумными. Тут уж делать было нечего, поэтому началась война. Когда король убегал из Лондона, он как-то недооценил тот момент, что оставляет своим врагам крупнейший в стране военный арсенал и контроль над всем английским флотом. Так что теперь его королевская армия попала в очень странное положение с пехотой, которая была вооружена чуть ли не вилами. А вот армия парламента была вооружена отлично. Чтобы как-то достать став получше, Карл отправил свою жену в Европу, продавать драгоценности и покупать все, что может рубить и стрелять. Королева, на удивление, неплохо справилась с задачей, но потом почти год не могла привезти покупки на родину, мешал английский флот. Так что поначалу королевская пехота воевала дубинами. Но было у Карла и серьезное преимущество над парламентом. Дворянская кавалерия под командованием принца Руперта, племянника короля. На самом деле принца звали Рупхерт, но англичане переделали немецкое имя на свой манер. Этот Руперт Рупхерт родился в Европе, принимал участие в 30-летней войне и, несмотря на возраст в 23 года, являлся очень опытным и талантливым командиром. В королевских войсках он стал культовой фигурой. А еще более культовой фигурой стал его белый охотничий пудель по кличке Бой. Солдаты короля эту собаку так любили, что присвоили ей звание генерал-майора. Солдаты парламента пуделя тоже не обходили вниманием. Они считали принца Руперта колдуном, а его собаку дьявольским фамильяром, который обладает сверхъестественными способностями. Может становиться невидимым, говорить на разных языках и выедывать для своего хозяина военные секреты противника. Но больше всего сторонники парламента боялись навыка пуделя вынуждать людей принимать нерациональные решения. Впрочем, эту способность собаки наверняка придумали генералы, ведь это была железная отмазка на все случаи жизни. Типа, дурак, а зачем ты свое войско в болото завел? Да не знаю, этот проклятый пудель мне промыл мозги. Но битвы — это только часть истории. Куда интереснее то, как люди жили в таких условиях. Противостояние короля и парламента. Как помните, парламент предложил Карлу отменить цензуру. Тот отказался, но сейчас-то короля нет. Так что в чем проблема? Давайте отменим цензуру, как и планировали. Это очень важный момент, сыгравший большую роль в войне. Сначала Лондон, а потом и все остальные города Англии сразу же заполонили бесчисленные памфлеты на злобу дня, в которых авторы из самых разных убеждений срывали покровы со всего на свете прямо на глазах изумленной публики. Сейчас-то мы знаем, как работает желтая пресса. Почему ей постоянно надо нагнетать обстановку? Зачем она везде выискивает негатив и любит самые дикие слухи? Так просто-напросто лучше продаются публикации. Но в середине 17 века, когда стала появляться какая-то относительно массовая печать, никто про желтую прессу не знал. Любую, даже самую дикую сплетню читатели принимали за чистую монету. Этих людей можно только пожалеть. На них обрушился такой информационный ливень, к которому они совершенно не были готовы. Теперь англичанин, проснувшись поутру, не шел в сортир, как обычно, а скорее бежал на улицу и покупал свежий памфлет, чтобы узнать о новых происках дьявольского пуделя или о том, куда за ночь продвинулись войска его хозяина. Англия ведь страна не очень большая, новости по ней распространялись быстро, и люди впервые в истории могли следить за событиями почти в режиме реального времени. Это давало такую степень вовлеченности населения в конфликт, которой прежде никогда не было. До этого 90% населения знать не знали, кто и за что в их стране опять воюет. А теперь у каждого дурачка, живущего под мостом, было о войне собственное мнение и свой личный рецепт решения всех проблем. Можно сказать, произошло зарождение диванной геополитики. Впрочем, выводы эти люди сделали интересные. Большая часть населения решила так:
Чума на оба ваши дома. Наша деревня ни в чем участвовать не будет и объявляет нейтралитет. Такой нейтралитет объявили множество городов и деревень Англии. И напосоздавали отрядов самообороны, чтобы защитить себя от любых войск и королевских, и парламентских. Но тогда еще никто и не думал, что война продлится долго и затронет почти всю страну. Как и почти все войны на свете, это началось с расчетом все порешать за пару недель. Обе стороны считали, что произойдет одно большое сражение, и на этом все. Роялисты думали, что им достаточно взять Лондон. Сторонники парламента считали, что им надо просто победить королевских приспешников, встретиться с Карлом и все ему объяснить. Никакой революции и речи не шло. Все были убежденными монархистами, все верили, что достаточно с Карлом просто поговорить. Вот с такими планами у всех в 1642 году начались первые боевые действия. Кавалерия принца Руперта и королевская пехота пошли в наступление на Лондон. Расклад для них выглядел безумным. Их было 2500 плохо вооруженных человек, а богатые лондонцы наняли и хорошо вооружили армию в 20 тысяч. Однако роялисты победили, зарешал командный опыт принца Руперта, ну или помог его инфернальный пудель. Армия короля нанесла войскам парламента несколько небольших поражений и близко подошла к столице. Репутация Руперта взлетела до небес, к королю подтянулись новые сторонники, а армия парламента сократилась на 5000 человек. Но взять Лондон королевские войска не смогли, слишком уж велика была разница в численности. Началась зима, и королевским силам пришлось отступить в Оксфорд. Этот город стал Карла на всю войну. Новый год в обеих лагерях встречали с печалью. Все начали осознавать, что, кажется, эта война продлится чуть дольше, чем пару недель. В феврале к королю наконец-то смогла вернуться его супруга с оружием и подкреплениями. Так как на море хозяйничал флот парламента, высаживаться ей пришлось на территории, которую контролировал противник. Приплывшие с ней войска сразу же вступили в бой, а королева неожиданно для себя очутилась прямо в эпицентре большого сражения, под перекрестным огнем артиллерии. И тут тоже есть история про собаку. Для хода военных действий она никакого значения, конечно, не имела, но я вам ее все равно расскажу. Когда к городу, в котором высадилась королева, подошел флот парламента и начал обстрел из больших корабельных пушек, королеве пришлось срочно убегать. И тут она вдруг заметила, что забыла свою собачку Митте. Тогда королева под огнем одна бросилась в город и спасла собачонку. Вернулась в лагерь королева вся перепачканная, потому что ядра падали очень близко. В общем, королева, что называется, понюхала пороху. Получив подкрепление, королевская армия вновь пошла в наступление. Принц Руперт взял Бристоль. К августу всем уже казалось, что песенка парламента спета. Силы короля вновь пошли на Лондон. На этот раз сразу с 3 направлений. Однако тут начали сказываться новаторские военные методы принца Руперта. Он ведь учился воевать в Германии в 30-летнюю войну, самую жестокую, самую кровавую, самую беспредельную войну, которую тогда только видел свет. И он перенес с материка на остров все немецкие наработки. Точнее, всю жесть. Его войска грабили, расстреливали направо и налево, то и дело устраивали резню и массовые изнасилования. Англичане начали замечать, что Руперт, конечно, принц и красавчик, но окажется немножечко мясник. Маятник симпатий качнулся в другую сторону, и дело короля стало терять популярность даже среди тех, кто его изначально поддерживал. Наступление на Лондон опять провалилось, причем по всем 3 направлениям. Опять Новый год обе стороны встречали весьма грустно. Теперь стало очевидно, что война не просто затянулась, а что никто ее не может выиграть без привлечения каких-то серьезных дополнительных сил. И такие силы были, причем внутри страны, шотландцы и ирландцы. Так что и король, и парламент принялись, что называется, крутить задницами. Король списался с ирландскими католиками и объяснял им, что к католичеству он относится прекрасно. У него вон и жена католичка, и он ее очень любит, так что давайте, ребята, дружить. А парламентарии писали шотландцам: ребята, да ведь мы же братья-протестанты, мы же вас просто обожаем.
Давайте вы нам поможете, а мы взамен забацаем ваше пресвитерианство на все наше королевство. Как вам такая идея? О переговорах с шотландцами сразу стало известно. Это вызвало большой скандал, потому что не все в парламенте были согласны давать каким-то там горцам такие крутые плюшки. Парламент раскололся и переругался. А вот о переговорах Карла стало известно чуть позже, но они тоже нанесли большой урон его репутации. А главное, помощи ни те, ни другие не получили. Ни ирландцы, ни шотландцы влезать в английскую межусобицу желанием не горели. Начался 1644 год, третий год войны. Уже давно все смирились, что, кажется, это надолго, и даже как-то привыкли. Ожесточились, по всей стране лилась кровь. Это вот обычно остается за рамками исторического рассказа, который сосредотачивается только на самых важных событиях, походах и сражениях. Но ведь люди в основном гибли не в них, а в своих родных деревнях и городках, от рук соседей, с которыми пару лет назад дружили и ходили в гости. А теперь они ходили друг к другу, чтобы грабить, убивать и насиловать. Судя по многочисленным мемуарам, большая часть людей погибла не от пушечных ядер во время сражений, а во время случайных встреч на дороге. Человека спрашивали: ты за короля или за парламент? Понимая, что ему задан вопрос жизни и смерти, многие пытались хитрить и отвечали так, будто это тюремная загадка. Я за королевский парламент. И сразу же получали за такой ответ пулю в лоб. Потому что никто не любил тех, кто хотел усидеть на двух стульях и остаться в стороне. В этот 1644 год состоялось наконец-то то, чего обе стороны желали с самого начала – большое сражение. Оно произошло на севере страны в местечке под названием Марстон-Мур. Это была очень тяжелая, долгая, хаотичная и кровавая битва, в которой кавалерия принца Руперта столкнулась с парламентской конницей Оливера Кромвеля и потерпела полное поражение. Этот Кромвель – вторая личность в моей истории, оказавшая огромное влияние на английскую революцию. Впрочем, тогда еще ни о какой революции и речи не шло. Даже Кромвель тогда был вполне себе монархистом, и даже не то чтобы много имел лично против Карла. Но прежде чем продолжить разговор о Кромвеле, я должен сообщить вам грустную новость. В этом сражении погиб пес-патрон, точнее инфернальный пудель-бой. Перед тем, как пойти в атаку, принц Руперт привязал его в своем лагере, но пес перегрыз веревку и побежал в битву за своим хозяином. Как и положено хорошему генерал-майору, пудель-бой погиб на поле боя. Потом этот трагический момент был запечатлен на гравюре, только талантливый художник почему-то изобразил пуделя черным, хотя все знали, что он был белым. Но вернемся к Оливеру Кромвелю. Силы парламента не смогли воспользоваться своей победой в Марстон-Муре и добить войска короля. И тогда Кромвель начал создавать новую армию. Армия была реально новая для своего времени. Если все воевали наемниками, то Кромвель набирал в свои отряды только идейно мотивированных пуритан, искренне верующих. Они не бесчинствовали, перед боем пели религиозные псалмы, одевались в одинаковую красную форму, что производило сильное впечатление. В эпоху, когда все воевали пестрыми толпами. В 1645 году у сторонников парламента появилась по-настоящему сильная и хорошо дисциплинированная армия. Это сразу же сказалось на поле боя. Войско Кромвеля нанесло королю несколько поражений и осадило его в Оксфорде. А потом состоялось второе главное сражение той войны – битва при Нейпзе. И она снова закончилась для королевских войск поражением. Новая армия показала, что находится совершенно на другом уровне по сравнению с врагами. Но что было еще хуже для Карла, его обоз и личная переписка попали после боя в руки Кромвеля. Тут прочитал, как король призывал на английскую землю ирландских и французских католиков, а потом тиснул все найденные документы в прессу, ну точнее в памфлет, со всеми желтушными подробностями. Все английские протестанты, какими бы они ни были разными, объединились вокруг ненависти к католикам. Когда они узнали, что их монарх за их спинами вел с этими католиками переговоры, звал убивать английских протестантов и обещал защиту их религии, они пришли в ярость. Репутация короля была уничтожена, что еще хуже, была уничтожена репутация всей монархии. И вот только теперь в Англии появились люди, которые стали призывать отказываться от короля вообще. До этого все сходились на том, что хорошо организованная монархия – это самый богоугодный способ управления страной. Спорили лишь о том, как понимать вот это вот хорошо организованное. Теперь же стали спорить о том, нужна ли монархия вообще и не казнить ли нам нашего короля. Но все это были пока лишь идеи и лозунги, причем маргинальные. Большая
часть парламента и даже сам Оливер Кромвель оставались монархистами. Как это ни странно. Хотя чего тут странного? Никто из них просто ничего не знал, что возможны другие формы правления. Вся их жизнь их отцов и дедов проходила исключительно при королях. Так что судьбу Карла обсуждали осторожно. Тем более, что сейчас парламент ничего и не мог сделать королю. Тот переоделся в простолюдина и убежал из Оксфорда. Но поехал он почему-то не к католикам, ирландцам или французам, с которыми вел переписку о помощи, а к шотландцам, из-за войны с которыми все и началось. Там король сдался в плен и начал уже им вкручивать шляпу в уши насчет союза, победы над парламентом и множество вкусных плюшек, которые шотландцы за это получат. Однако суровые горцы от обещания не таяли и хотели получить конкретных гарантий. Мол, нам твои враги обещали пресвитерианство на всю Англию. Ты готов нам то же самое обещать? Карл им такого обещать никак не мог. Его бы не поняла бы собственная армия. Так что он принялся юлить, типа, да, мы посмотрим, как позволит ситуация, и все в таком духе. В какой-то момент шотландцам его виляния надоели, они просто продали короля парламенту за 400 тысяч фунтов. Так король из одного плена перекочевал в другой. Казалось бы, вот и конец войны. Его дело проиграно. Пора просто принимать требования победителей и жить дальше. Однако сам король так не считал. Он замечал, что парламент — это не однородная сила. Там много самых разных людей, которых не так много что объединяет, а значит, можно попробовать добавить масла в огонь. У парламента проблем действительно хватало. Я уже рассказывал, как много там было всяких группировок, которые постоянно между собой грызлись, ненавидели друг друга, пожалуй, больше, чем короля. Но помимо трудностей, которые парламентарии создавали сами себе, было еще и немало объективных вызовов времени. Они ведь правили страной, в которой уже 3 года шла гражданская война. Эта война начиналась с надежд, что она не продлится долго и мало кого коснется. Однако на 3-й год статистика была такая. Около 20% всех мужчин в Англии в той или иной степени приняли участие в военном конфликте. Около 5% в нем погибли. Пока крестьяне дрались и умирали, их хозяйства зарастали травой, а экономика страны летела в пропасть. И, конечно же, нехватка денег скоро стала касаться не только королевской казны, но и бюджета парламента. После победы выяснилось, что Оливеру Кромвелю нечем платить своей новой армии. Я ведь говорил, что эта новая армия, вся такая мотивированная, религиозная и дисциплинированная, воевала за хорошую плату. Нет? Ну вот, церковь — это, конечно, хорошо, но молитву на хлеб не намажешь, поэтому вынь да положь нам 3 миллиона фунтов. На современные деньги с учетом инфляции это больше полумиллиарда. Тут парламентские мудрецы стали выдумывать всякие сложные схемы. Они были готовы выплатить все долги по жалованию, но только тем солдатам, которые согласятся сразу погрузиться на корабли и уплыть в Ирландию, чтобы воевать там с католиками. Парламент откровенно побаивался армии Кромвеля, был готов на все, лишь бы сплавить это войско куда подальше. Но Кромвель тоже понимал, что его боятся, и ни в какую Ирландию плыть не хотел. Вместо этого его армия двинулась к Лондону и без проблем в него вошла. В каком-то смысле свершилась та самая революция. Теперь главным был не король, не коллективный орган управления типа парламента, а лично какой-то левый мужик, который не имел никаких прав на трон. Кроме того, за ним стояла сильная армия. Его солдаты теперь охраняли пленного короля, а сам Кромвель часто наведывался к Карлу, чисто поболтать. У него сложилось о короле самое благоприятное мнение. Тот был не глуп, хорошо образован и воспитан, умел располагать к себе людей и производить впечатление. Тот разрешил пленнику свидание с семьей и потом писал, что в жизни не видел зрелища более умилительного, чем встреча короля и его маленьких детей. Карл так освоился в плену, что даже завел интрижку с одной простолюдинкой из обслуги, чем своих тюремщиков только обрадовал. Мол, обживается человек, устраивается, ему даже в плену кажется окей. На самом деле Карл активно продолжал интриги. Я думаю, что такой человек с божественной идеей в голове не сдался бы никогда. Так вот, король не просто крутил роман со служанкой, но и передавал через нее тайные послания своим сторонникам. Этими посланиями он умудрился взбудоражить полстраны. Там он наобещал золотые горы всем, и дворянам, и буржуа, и католикам, пресвитерианам, и вообще всем, до кого только доходили его шифрованные сообщения. В 1648 году взорвалось сразу во множестве мест. Восстания против Кромвеля начались и в Шотландии, и в Уэльсе, и в Англии, а сам король
воспользовавшись хорошим отношением тюремщиков, вышел типа погулять и сбежал. Он засел на острове Уайт и оттуда стал пытаться командовать новой гражданской войной. Но в этот раз получилось все совсем быстро. Война продлилась примерно полгода, но крови и разрушений тоже причинила достаточно. Почему сейчас все так быстро закончилось? Потому что между этими войнами была существенная разница. Если к первой привели существенные разногласия в английском обществе, то вторая стала плодом усилий одного конкретного человека – короля Карла. Короче, война получилась яркой, кровавой, но быстрой. Кромвель подавил все мятежи, а король попал в плен. Опять. И на этот раз никто не относился к нему с пониманием. Больше ни на кого не действовали его красивые подкаты. Кромвель чувствовал себя оскорбленным за то, что король его одурачил и не хотел проявлять милосердие. Парламент был с ним согласен, как минимум потому, что противников Кромвеля там не то чтобы осталось. Там были только самые радикальные пуритане, настроенные покончить с проблемой монархии раз и навсегда. Короля судила специальная парламентская комиссия. Карл был признан тираном, изменником и врагом Отечества. 30 января 1649 года Карла привезли на специально построенный по такому случаю эшафот. Собралась огромная толпа. Не каждый день же можно увидеть, как королю отрубают голову. Король перед казнью произнес длинную речь, в которой еще раз попытался объяснить свою точку зрения. Я должен сказать вам, что ваши вольности и свободы заключены в наличии правительства, в тех законах, которые наилучшим образом обеспечивают вам жизнь и сохранность имущества. Это проистекает не из участия в управлении, которое никак вам не надлежит. Подданный и государь – это совершенно различные понятия. Короче, даже на пороге смерти Карл оставался убежденным в собственной правоте и своей великой миссии. Даже тут он все пытался втолковать своим подданным, что управление государством – это вообще-то не их собачье дело. Однако было уже поздно, никто его не слушал. Королю отрубили голову, палач поднял ее за волосы и показал шокированной толпе. Дальше он по традиции должен был сказать: вот голова изменника. Однако палач почему-то промолчал. И скорее был прав палач в своем молчании, чем парламентарий в своем приговоре. И хотя многое в деятельности Карла и впрямь можно трактовать как измену, но по своей сути изменником король не был. Карл не предавал свою страну, он лишь пытался управлять ею так, как считал единственно правильным. Он прожил жизнь человеком с глубокими убеждениями и готов был идти за ними до конца. Другой вопрос, что убеждения эти были так себе, и они скорее мешали королю быть по-настоящему эффективным правителем. Итак, революция свершилась. У лондонской биржи разбили статую Карла, а вместо нее поставили табличку: «Тирана нет, последнего из королей». Тут, конечно, англичане сильно просчитались, и республика просуществовала всего лишь 10 лет, а вскоре после смерти Кромвеля власть вновь вернулась монархам. Но фарш нельзя было провернуть назад. Института абсолютной власти в Англии так и не сложилось, так что несмотря на то, что английская революция проиграла, в конце концов она победила. Спасибо за просмотр, ну и не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Если плохо работает YouTube, напоминаю про Дурев VPN. Ссылка на установку и инструкцию есть в описании. Ну и по традиции призываю вас подписаться на наш Patreon или спонсор. Эти скромные донаты продолжают нас поддерживать и мотивируют работать больше и лучше. Для тех, кому не хочется разбираться в этих площадках, мы сделали закрытый телеграм-канал. Там плюс-минус то же самое. Ролики без рекламы, личные истории и инсайды. Скоро специально для спонсоров я выложу подробный ролик о своих приключениях последних месяцев. Как я чуть не утонул в болоте, сидел в СИЗО и жил в лагере для беженцев. Подписывайтесь. Ну и как обычно, говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Душный Дэн, Водолей, Крейзи Кэт, Анна Макунина, Денис Романов, Даниил, Нона Шинкаренко, 24 of them, Донбассянин в стране басков, секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе, а еще вот эти вот замечательные люди. На этом все, надеюсь, вам все понравилось, всем удачи, всем пока!